все, что ты делаешь не так, сразу оказывается под... Вот, наконец, свободное пространство. И снова можно нажать газ в пол. Всем привет! Это видео о том, как я езжу на Mazda MX-5 по городу. Ну, конечно, в городе сразу возникает желание открыть крышу, что мы и делаем, учитывая, что уже вечер, солнце зашло. И мы поедем по интересному маршруту, вечерний порту, через мост Луиша Примейро. У машины хороший радиус разворота, то есть мы развернулись даже в один прием. Чувствуется, что коробка еще не прогрелась, такое, хотя мотор-то уже в рабочем диапазоне, больше 50 градусов. Да, но коробка еще чувствуется небольшое механическое сопротивление при переключениях. Собственно, сейчас поездка в таком прогулочном, наверное, режиме кабриолета, когда ты едешь по городу, не спеша, вечером, и получаешь удовольствие именно от открытой крыши. На брусчатке, конечно, не очень комфортно, но размеры машины таковы, что мы можем маневрировать, даже оставаясь в пределах своей полосы. То есть это, несомненно, плюс того, что машина не очень широкая. Плюс я еще, не знаю, было ли слышно, сейчас делал подгазовку. Да, потому что перегазовка — это когда с двойным выжимом, а тут была подгазовка. Кстати, вот Mazda MX-5 вариант с мягкой крышей. И в том числе подгазовку, ну я, по крайней мере, делаю иногда не только для того, чтобы там уравнять обороты и более плавно переключить передачу, хотя и для этого тоже, но и в том числе, чтобы как-то обозначить свое присутствие. То есть в этом плане, наверное, есть какое-то сходство с мотоциклами. В городе ограничение скорости 50 км в час, но даже на таких скоростях, я бы даже сказал, наоборот, на таких скоростях от Mazda Roadster с мотором в 1,5 литра вполне можно, ну именно на этих скоростях и можно почувствовать динамику и, собственно, кайф от машины, но при этом оставаясь вот в таком прогулочном режиме, как будто бы ты едешь на кабриолете, потому что Mazda MX-5 это все-таки формально, это не кабриолет, это именно Roadster. Roadster отличается от кабриолета тем, что кабриолет это всегда, когда у вас есть два, минимум, ну, наверное, всегда два ряда сидений, задний ряд. Если же заднего ряда нету, а только два места, то это уже, как правило, ну, это всегда, по сути, Roadster. И Roadster, как правило, всегда автомобиль спортивный. Но не нужно думать, что спортивный автомобиль это всегда про большие скорости. Скорее даже наоборот, поездив на Mazda MX-5, на Roadster, я стал ездить медленней. Ну, потому что здесь можно получить удовольствие и от... кстати, полоса для... Да не, все правильно, я наехал. Оказалась автобусная полоса. Но, наверное, она же была и полоса для поворота направо. Ну, то есть, да, здесь, особенно с открытой крышей, тебе кажется, что ты едешь с гораздо большей скоростью, чем на самом деле. Ну, вот сейчас перегазовка была исключительно для того, чтобы плавно перейти на вторую передачу, добавить, то есть, оборотов. И получилось очень мягко, здорово, аккуратно и со звуком. Потому что звук, когда вы едете с открытой крышей, вы слышите звук мотора здесь гораздо больше. Ну и в этом, собственно, и есть часть удовольствия. Вот так вот сделать перегазовку, послушать мотор. Едем сейчас
тормозя двигателем, но сейчас немного добавил тормоза. Да, здесь скорость кажется гораздо больше, чем она есть на самом деле, ну потому что вы сидите, во-первых, низко, то есть достаточно близко к асфальту, по сути, как в картинге, с одной стороны, и с другой стороны вы также чувствуете ветер, шум, ну как, например, на классике «Жигулей», если у вас там нету шумоизоляции хорошей, поэтому вам кажется, что вы едете быстрее. Также и здесь, и, соответственно, вы можете получать удовольствие, не превышая скорость. Вот сейчас даже с газом в пол разогнались до почти 50 км в час. Но этого достаточно. Потому что мы едем по набережной, сейчас даже не по набережной, а по такому параллельному набережной мосту. Потому что там внизу вода и слева вода. Очень хорошо здесь слышен звук мотора и существенная разница ехать на одной и той же скорости, например, на третьей передаче, на четвертой передаче. Все-таки открытая крыша, она именно и добавляет вот этого понимания, как ни странно, что происходит с автомобилем, насколько мотору легко крутиться. На самом деле нет желания включать музыку. Ну, во-первых, музыка здесь не самая лучшая. У меня ну, хотя на такой скорости нормально звучит. Что это у нас? Новый альбом The Strokes. Да, но у меня не базе, обычная маздовская музыка, ну и звучит она не лучшим образом, но, как правило, здесь этого и не надо. Ну и вот плюс от открытой крыши, то, что мы видим что-то, что выше первого этажа здания, потому что если бы была крыша, то мы видели бы, соответственно, только первый этаж. Но здесь тоже немного, а вот так можно посмотреть верхние этажи зданий. Центральная часть города. Нам интересно прежде всего туннелем. Что, нажмем газ в пол. Ну и сейчас будет, наверное, главный смысл открытой крыши в городе. Это возможность проехать под красивым мостом. Вообще можно было бы проехать, на самом деле. Вот они, взгляды осуждающие. Это, наверное, главный минус, когда ты едешь с открытой крышей. Все, что ты делаешь не так, сразу оказывается под взглядами публики.
А вот над нами сейчас едет метро. Вообще этот мост обычно закрыт для движения автомобилей. Но после 8 вечера его открывают. Мне почему-то кажется, что в такие моменты, скорее всего, взгляд осуждающий. Ну, видимо, думают, а что у тебя, 1,5 литра, что ли? А почему ты купил не мягкий верх? Мягкий верх ведь удобнее. Там рукой просто взял и убрал крышу, а у тебя тут вот этот, с кнопки, там, ждать 15 секунд. Или купил бы себе Porsche и газовал нормально. То что у тебя тут 1,5 литра, и ты еще в туннеле газовал. Это ж ты в туннеле газовал, да? Кстати, мост был построен... Считается, что мост был построен учеником Эйфеля. Ну и действительно, видно сходство конструкции с Эйфелевой башней. И вот, наконец, свободное пространство. И снова можно нажать газ в пол и разогнаться до 50 км в час. Чего, впрочем, достаточно. Ну, так, скорость упала. И это отличный экскьюз. Но сейчас я много газа дал. Отличный экскьюз для перегазовки. Сзади уже начинают сигналить. Хотя мы всего-то ждем автобус, но вот плюс автомобиля с открытым верхом в городе, то что вы практически никогда в хорошую погоду не будете раздражаться от того, что вот вам нужно постоять в пробке, постоять за автобусом, потому что вот сам факт, сам процесс, когда вы едете в автомобиле с открытой крышей, но этого уже достаточно, и даже наоборот хочется как-то продлить это путешествие. Поэтому, ну я, по крайней мере, не вижу большой проблемы вот так вот постоять, посидеть в трафике. У нас, кстати, прекрасный вид на город Порту отсюда. И классная вот здесь связка поворотов. Ну, кстати, мы по ней сейчас проедем, как раз автобус остановился. Едем мы с одной скоростью с этим Volkswagen, но что-то мне подсказывает, что, ну, комфорт, конечно, там больше, но вот удовольствие и ощущение от вот этого вечера, погоды, конечно, несравнимо больше у нас здесь. Мы бы здесь прошли без тормоза. Но вот опять тормозим двигателем. Кстати, я не так давно узнал, что когда вот ты катишься вниз на передаче, расход топлива становится нулевым. А если, например, ехать на нейтралке, то какой-то минимальный расход на... Ну, как будто вы едете, как будто бы вы стоите на холостом ходу, расход будет. А сейчас газ в пол. Догоняем Volkswagen, делаем перегазовку, переходим на вторую. Все очень спокойно, без превышения скорости, но тем не менее ты чувствуешь себя за рулем спортивного автомобиля. Даже когда едешь вот так довольно интеллигентно, но это в первую очередь касается того, как ты с ним управляешься, потому что тебе приходится вручную делать все вот эти переключения,
уравнивать обороты. И даже оставаясь на сравнительно небольшой скорости. Вот сейчас, кстати, мы наехали на яму. И было ощущение, что автомобиль сейчас взлетит. Все-таки это очень легкая машина, однотонная. И вот именно в такие моменты это и заметно. Ну, сейчас мы все-таки едем непозволительно медленно. Поэтому пройдем эту связку поворотов еще один раз. Тем более, что здесь круговое движение, которое позволит это сделать. Так, ну и Volkswagen туда же. Вот это, конечно, не в тему. Но все равно, даже вот двигаясь за таким Volkswagen, оставаясь в пределах разрешенной скорости, давайте на вторую перейдем. Наконец-то. Тормозим, пяткой газ, плавно опускаем сцепление, и мы смогли переключиться, даже находясь в повороте, но не нарушая баланс автомобиля. И сейчас переключились снова вниз, ну потому что мы очень медленно едем, чтобы мотору было комфортно. Да, и вот она. Самое приятное, когда ты останавливаешься перед светофором, а это значит, что сейчас будет возможность пройти все эти этапы переключений, первая, вторая, третья, да мы, наверное, на второй доедем до ограничения скорости, и на этом закончим сегодняшнее видео. Дальше я расскажу, в следующих видео уже о том, как я езжу на этой машине по автостраде, и самое, наверное, интересное по обычным дорогам. Ну а сейчас газ в пол, первая передача, 5000, подъем, снова немножко подлетели. Ну и, кстати, вот телефон, видно, как он вылетает, если хранить его здесь. Да, ну и все, последняя связка. Так, еще сначала посмотрим на город. Ну а теперь мега спортивное управление, вторая передача, перегазовка, залетаем в поворот, следуем траектории, ну и газ в пол, опа, 50. Отлично все-таки переключаются передачи при повышенных оборотах. Прокричала чайка, видимо, хотела передать привет, но мы от нее уехали. И вот еще одно отличное переключение. Ну и на этом все. Если есть вопросы к тому, как я управляю этим спортивным автомобилем, пишите, обсудим. Я не уверен, что я это делаю правильно, поэтому буду рад фидбэку. Всем спасибо, пока!